Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Сегодня буду переделывать вот этот комбинезон. Чтобы обновить гардероб, идти в магазин совсем не обязательно. Открываем шкаф и смотрим правде в глаза. Если вещь пролежала без дела пару сезонов, чудо не произойдет, и вы ее уже вряд ли наденете. Так случилось и с этим комбинезоном. В магазине понравился, но в носке оказался непрактичным. Рукавчик коротковат даже для лета. Хотелось бы добавить сантиметров 5, чтобы скрыть полноту руки. Вот эту складку, которая разделяет верх и низ, я оставлю. Она классная и создает как раз тот неповторимый образ. Теперь о наболевшем. Вот это место самое проблемное. Когда надеваешь комбинезон, обтягивает живот. Он просто предательски торчит и притягивает к себе внимание. Поэтому брюки убираю и заменю их юбкой. Начну со спинки. Здесь идет сплошное полотно, и нужно просто убрать выступающие части, которые больше не понадобятся. А для этого нужно распороть боковые швы. Швы я не срезаю, а именно распускаю. Мне важно сохранить нужный размер. Сначала удалю основные нити оверлока. Если нить оборвалась, не страшно. Нахожу конец, поддеваю его и продолжаю дальше. Затем убираю обметочные нитки. Выбрала именно этот способ, чтобы не повредить трикотаж и не растянуть дырочки от иглы. Это гарантия того, что детали останутся нужной формы и размера. Для начала определю линию талии и линию бедер. Обязательно проверю, есть ли запас по линии бедер, чтобы платье село по фигуре. Затем строго по долевой намечу новую линию. Определю длину юбки, а лишнюю ткань срежу. Проложу шов по намеченной линии. Соединять буду трикотажным швом. Он универсальный. Делает эластичную строчку и сразу обрабатывает срезы. Я специально сначала проложила строчку, чтобы не было по краю волн и перетяжек. Теперь можно срезать все лишнее у самого края строчки. Получается аккуратная обработка. Оверлок она не заменит, конечно, но как вариант может быть. Каждый шов обязательно проутюживаю с паром. Трикотаж сутюживается, нитки становятся на свои места. Все выглядит аккуратно. Перехожу к передней части комбинезона. Отделяю брюки от полочки все тем же способом. Полотно для передней части юбки буду кроить из самой широкой части брючин. Соединять полотно буду по боковым швам. Проложила соединительную строчку и обработала срезы. Боковые срезы скроены по долевой. Благодаря этому соединение получается абсолютно ровным. Эта линия станет центром юбки. Кладу сверху оставшийся верх от брюк и по нему делаю разметку наклона передней детали юбки. По краям остаются небольшие участки, скроенные под наклоном. Я их оставлю и сделаю небольшую присборку. Чтобы сборка получилась равномерной, по краю проложила 2 параллельные строчки, предварительно ослабив натяжение нити. Тяну сразу за обе нити и распределяю сборку. Больше присоберу центральную часть, бока оставлю почти ровными. Соединю верх платья с юбкой. Соединяла детали все той же трикотажной строчкой. Припуски заутюжила на сторону полочки. Формирую складку, возвращаю ее на место и закреплю отделочной строчкой. Проложу 2 отделочные строчки в то самое место, где они были изначально. Чтобы все совпадало, важно соблюдать все размеры и даже ширину припусков. Эта присборка начинается выше линии талии, плюс свобода облегания. И как раз это поможет скрыть все то, что не хочется показывать. С проблемной зоной разобралась. Можно соединять боковые швы. Боковой шов продлила от рукава до самого низа платья. Обработка такая же.
Теперь можно заняться рукавами и добавить им нужную длину. Выкроила 2 небольшие манжеты из остатков трикотажа, сложила их пополам и заутюжила. Подгибку рукава уже распорола, осталось только соединить детали. Манжет вкладываю внутрь к лицевой стороне, а соединять буду по изнанке уже знакомым трикотажным швом. При стачивании слежу, чтобы все срезы были на одном уровне и равномерно захватывались иглой. Сделала ВТО, срезы заутюжила на сторону рукава и теперь закреплю их отделочной строчкой. Шов прокладываю лапкой с ограничителем. Она контролирует ширину отступа, и строчка всегда получается ровной. Рукав стал длиннее на 5 сантиметров, и так будет комфортнее. На трикотаже еще видны следы от старой подгибки. Надеюсь, после стирки они станут незаметными. Хочу, чтобы обработка на рукавах и низ платья выглядели одинаково, в одном стиле. Для этого отмеряю от края 6 сантиметров. Загибаю ткань до этой линии и хорошенько проутюживаю. Для надежности можно закрепить булавками. Отгибаю подгибку вот так, от себя. Выравниваю все края и иду к машине. Прокладываю строчку по краю, захватывая все слои. Это может быть зигзаг или любая трикотажная строчка. Я установила лапку для окантовки срезов, и с ней это будет сделать намного проще. Тянуть ничего не нужно, просто направляю и подаю заготовку под лапку. Припуск отогнула наверх и заутюжила. Делаю отстрочку, захватывая припуск, чтобы его зафиксировать. Провожу финальное ВТО и получаю обработку такую же, как на рукавах. Такая обработка утяжелит низ платья, и юбка будет лучше держать форму. Переделка закончена. Комбинезон превратился в платье 50 размера. И, как вы уже, наверное, догадались, шила я его не для себя. Рукава стали немного длиннее. Это тот случай, когда размер имеет значение. Весь стиль платья завязан на этой декоративной складке, а мягкая присборка скроет то, что не хотелось бы показывать. Дополнительная обработка утяжеляет низ платья, и оно не будет прилипать к ногам. Приблизительно вот так выглядит платье на моем 46-м размере при небольшом росте. Конечно, видно, что оно велико, но понятна сама идея. Шила я его для своей дочери. Люблю давать вторую жизнь вещам и делать приятные сюрпризы своим близким. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Отдельная благодарность спонсорам, которые нашли возможность поддержать канал материально. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!